Да, здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые слушатели. Мы рады вас приветствовать у нас на вебинаре, который называется «Готовность к игре. Больше, чем физиотерапия». И я рада представить вам преподавателя нашего курса, главного физиотерапевта мужской национальной сборной России по регби Криса Дженкинса. И сегодня ему помогает его коллега, заместитель руководителя медицинской антидопинговой службы Федерации регби России Андрей Абрамов. Добрый вечер. Да, поприветствуйте ребят. И давайте начнем. Chris, we are ready. After the greeting words, we can start. Let's start. Okay. Share my screen. Yes, perfectly. Okay. Can you see that okay? You ready? Yeah, perfectly. We can start. Okay, thank you everyone for joining tonight, and hope we have some time for some questions, and I'll get through this presentation first. Спасибо большое всем, кто присоединился к нам сегодня вечером для этой презентации. Я очень надеюсь, что по окончании этого останутся вопросы, на которые мы сможем ответить. If you haven't met me before, then this is some of the organizations I have worked with over the years, and my experience as a physiotherapist started back in 1997-2000 with undergraduate degree. На слайдах представлены тех, кто со мной не знаком, мой профессиональный опыт, который начался давным-давно в 1997 году. Вы можете посмотреть, на этом слайде указаны места, где я работал. Then between 2000 and 2008, I was predominantly hospital clinics, rehab clinics, and private clinics. После моего образования в нулевых 21 века я работал в клинической медицине и начал практиковать в спортивной медицине. And after doing my master's degree in sports physiotherapy, between 2008 and 2021, I've been working full-time in sport. И с 2008 года, когда я прошел магистратуру в спортивной науке и спортивной физиотерапии, я полностью погружен в работу в спорте высших достижений. The majority of my experience is in rugby, but I've also had some experience working in London 2012 and in professional football and martial arts. Большая часть моего профессионального опыта – это, конечно же, регби, но мне удалось также поработать и на Лиге чемпионов в футболе, и в 2012 году быть физиотерапевтом на месте проведения тяжелой атлетики на Олимпийских играх в Лондоне. The benefits of my experience working in rugby for people that want to join the course and work with me are that we see, as Andre knows, injuries from head to toe. Конечно же, я как эксперт и люди, которые обращаются ко мне за экспертным мнением, знают, что я работаю с таким видом спорта, и мой коллега Андрей это подтвердит, где повреждения встречаются от головы до пальцев стопы. We will in rugby experience all the same injuries as football players, hamstring tears, calf tears, tendon problems, but we will also have the full contact trauma of the trunk, upper body, neck, face, and concussions as well.
Мы встречаемся с такими же повреждениями, с какими встречаются медики в футболе, повреждения мышц задней группы бедра, мышц голеней, голеностопов. Но, однако же, из-за полного контакта мы также встречаемся с повреждениями корпуса, с повреждениями шеи и, конечно же, с главной проблемой регби – это сотрясение головного мозга. But what I want to talk about tonight doesn't matter which sport you are involved in. Самое главное, чтобы вы поняли, тема, о которой мы говорим сегодня вечером, это не важно, в каком виде спорта вы работаете. And I hope to try and explain my thoughts and experiences and understanding of what initially I was doing in the early part of my career in the 90s, 2000s, and how that has changed in the 2010s and 2020s going forwards. Хочу рассказать вам об опыте работы в спортивной медицине и реабилитации и спортивной физиотерапии, как она трансформировалась с начала и середины 90-х через 2000-е и на нынешнее время. And newer approaches or more modern approaches that I use with elite sporting teams, I will use the same approaches in private clinic work as well and working one-to-one with individuals. And that's why it's important you can do the same with both private clients and with elite teams. И что самое интересное, современные подходы, которые я использую в команде, их вы также можете использовать и в частных клиниках, потому что это именно то, о чем говорит современная спортивная физиотерапия, индивидуальный подход к каждому пациенту. So, traditional rehabilitation, medical-led programs would have these goals here that you can see on the screen. И мы использовали раньше так называемый традиционный подход в реабилитации, и цели, которые мы преследовали в традиционной реабилитации, вы можете увидеть на этом слайде. Так мы раньше подходили к процессу восстановления. And for me, this is a healthy, normal approach for healthy, normal people. И традиционный подход к реабилитации – это обычный подход к любому обычному человеку. But athletes are not normal people. And we have to take them above and beyond level of rehabilitation. Но, как вы можете понять, что спортсмены высокого уровня, они необычные люди, и к ним требуется абсолютно другой подход. Slide is stuck somewhere. Here we go. These are some of the problems that I see and we commonly see that develop if we do not have a different, more modern approach to the athlete or the team sports player.
И когда начали обсуждать проблему атлетов высокого уровня, появились проблемы этой традиционной методики реабилитации, которые вы можете видеть на этом слайде. And the traditional rehabilitation which I was taught in university in the United Kingdom would probably only take people to probably the beginning of the middle stage of the recovery of an athlete. Проблема традиционной реабилитации и традиционного подхода в физиотерапии, особенно у нас в Соединенном Королевстве, была в том, что мы брали усредненные стандарты и пытались использовать общий подход ко всем пациентам, не беря в обиход индивидуальность. And what I learned back in 1997 to 2000, my initial degree, is probably completely different to how I work and how I approach rehabilitation now. И смотря сейчас на начало своей практики в 97-2000 году, я понимаю, как сильно она изменилась в плане появления атлетов высокого уровня. One of the issues is sometimes the surgeons and the doctors will create the protocol for the surgical recovery after an operation. And I know lots of good doctors and surgeons that know a lot about exercise, but this is probably only about 25% of the surgeons and the doctors that I know. И большая проблема была в том, что хирурги и врачи, ведущие игроков после повреждений, они создавали реабилитационный план. И, к сожалению, я знаю очень большое количество прекрасных хирургов, но только 25% из них понимают и знают о нагрузках и прогрессе упражнений так, как это нужно. And I still think there is a philosophy that people get told what they can't do, not what they can do. And it's what someone can do is how we get earlier progression in the rehabilitation programs. И очень важно понимать о ранней прогрессии, потому что очень часто мы слышим о том, что нам говорят хирурги, что нельзя делать, и только единицы из них говорят о том, что можно делать. А мы делаем упор именно на второй части, что можно делать в плане реабилитации. So once we know some of the exact limits and restrictions that a surgeon may have, maybe on preventing certain movement for 6 weeks, once we know exactly what they're not allowed to do, then after this, between physio, sports rehabilitation therapist, strength and conditioning coach, we can devise a program which starts training the athlete early, training around the injury while protecting the repair and the healing process. И самое главное, что мы должны услышать от хирурга, от человека, который провел эту операцию, не о том, как должен идти реабилитационный план, а от чего нам нужно избегать каких-то вариантов, отсутствия возможностей заходить за определенные рамки объема движений, и после этого, или болевых ощущений, после этого вместе с командой физиотерапевта, спортивного врача, реабилитолога и тренера по физподготовке мы можем начать выстраивать грамотный процесс реабилитации. What I want to do is just try and explain some of the areas which I've had to develop, and I think everyone has to develop to improve themselves as an elite sports physiotherapist. Я постараюсь вам объяснить некоторые вещи развития
реабилитации от ранних до поздних стадий, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Ждем перемотки слайда, коллеги. Sorry. Простите за техническую задержку. Here we go. So, athletes require a different approach, and a model we call high performance rehabilitation and reconditioning. Понимание атлетам требуется иная модель, нежели традиционная. Им требуется модель, которая сопрягает в себе эффективность и реабилитации, и физической подготовки воедино. And when we talk about high performance, these two pictures here are the most common pictures that you will see people put up on slides and presentations around the world. Когда мы говорим о спорте высоких достижений, мне нравятся вот эти две картинки, на которых вы можете видеть количество людей и как происходит непосредственное действие от формального до действия высокого достижения. And the reason why this picture is important, this images of F1, is because there is one person in the car, but outside of the car, there are many people, and everyone knows what their job is, and they know what each other's job is, and what they have to do to get the best performance. Я всегда стараюсь показать картинки из Формулы-1, чтобы показать вам, что есть один человек, который заслуживает большого внимания, и вокруг него огромная куча людей, но каждый из них знает, что ему делать, в какой момент и для чего это достигается. I don't know what happened there. Надо заново запустить демонстрацию. Just to share screen one more time, please, Chris. Простите за технический сбой, сейчас все поправим. Okay, carry on. Yes, it's good. Apologies, I don't know why it will not transition the slide. Секундочку, сейчас устраняем технические неисправности и продолжим. We go. So to summarize this, the reason why we need good high-performance sports rehabilitation systems goes far beyond just the fast recovery. Стоит основной вопрос. Почему же хорошая система спортивной реабилитации так важна для спортивных команд? И ответ очень простой. Это быстрое восстановление игроков, неотъемлемой части этой команды. When you're working in a clinic, it's predominantly just you, the client, and maybe the surgeon who's all working together for the recovery. Когда вы работаете в клинике, есть только вы, ваш пациент, ну, иногда появляется заинтересованный хирург в этом пациенте.
but in an elite sports team, there are many, many different coaches, strength conditioning coaches, other doctors, masseurs, psychologists, the players themselves, also the players' agents. There are many, many other people that you are working with and working for. Однако же, когда вы работаете в спортивной команде, и когда вы работаете с конкретным атлетом, вокруг него огромное количество людей. Это его тренер, это тренер по физической подготовке, это его психолог, нутрициолог, физиотерапевт, это его агент иногда, это его родственники, и со всеми вам придется общаться. And if you don't have a good sports physiotherapy or sports rehabilitation system in place, it can have not just a negative effect on the player, but on the player's mental health, on the coaches, on the team's performance, okay, and the whole organization's performance if they're trying to work their way up leagues or win major championships. И вы должны понимать, что не имея хорошей системы спортивной реабилитации и спортивной физиотерапии, вы будете подвергать игрока различным ментальным и психологическим проблемам, которые будут отражаться на коллективе, отражаться на главном тренере и в конце концов отразятся на результативности всей команды, которая может сильно повлиять на турнирную таблицу и на чемпионскую гонку. And it needs to be remembered when working in elite sports teams, injuries can be very expensive and it can cost. In rugby, we have a figure there of 1 year, 78 million across the world. This could be the cost of just 2 or 3 English Premiership teams. So it's hundreds of millions of pounds in English Premiership football. So this is why it's important to have a good sports physio and rehabilitation system in place. И вы должны помнить, что отсутствие хорошей команды спортивной физиотерапии и реабилитации могут привести к очень большим затратам ваших клубов. Это всегда казалось незначительной проблемой, но посмотрите вот на эту цифру, 78 миллионов долларов, а я вам могу сказать, что такая сумма может быть только на одну команду в лиге премьер-шип в английском регби. Если вы заимеете 2 такие команды, уже сумма будет практически 200 миллионов фунтов только на вопросы с травмами ваших игроков. So instead of one person like the physio or the surgeon leading the entire rehabilitation for high performance, elite performance and getting players back to their best level, be it Champions League football, athletics, Olympics, everyone needs to work around together and support the athletes in the middle. And this is one kind of model which is being currently used. На этом слайде показана эффективная модель, как работает система восстановления после различных повреждений и заболеваний у атлетов. Вы можете увидеть, что хирург не является центровой частью. Центровой частью является именно атлет, вокруг которого специалисты выстраивают свое общее мнение, работают в команде и таким образом приводят этого атлета дальше к увеличению его спортивных результатов. And I've seen and experienced situations where we've had very, very good physios or very, very good doctors, strength conditioning coaches who have not succeeded in their environments because they could not work together as a team, communicate well, and listen and understand each other's points of view for the best outcome
for the athlete that is rehabilitated. И я в своей практике видел, когда части из этой команды, такие как физиотерапевт или доктор, были максимально профессиональные, лучшие свои качества показывали и были на самом деле ценнейшими специалистами, но не обладали возможностями для улучшения своих коммуникативных навыков и не коммуницировали как команда, что в дальнейшем, несмотря на их профессионализм и опыт, они никаким образом положительно не смогли повлиять на атлета. So everyone needs to work together and share the decision-making process with the athlete. И самое главное – это работать всем вместе, собирать единое мнение и делиться этим мнением с атлетом. So skills required of the modern sports physiotherapist or sports rehabilitation therapist and doctor are nicely summarized here. We still need to have a classic traditional training and understanding of the various conditions and pathologies, but we need to know them in relation to the sport that we're working in. И навыки, которые необходимы современному физиотерапевту, доктору или специалисту по реабилитации, работающий в командных видах спорта, представлены на этих слайдах. Большее внимание я прошу уделить тому, с каким видом спорта вы работаете, какие спортспецифические навыки непосредственно работают в вашем виде спорта. Это очень важно. We need to understand the research and the ongoing research and issues in our sport, but also in other sports around the world. Очень важна суть спортивной науки, прошедшей, исследования, которые были и которые проводятся. Вкладывать в спортивную науку собственные силы. И абсолютно важно это делать не только конкретному вашему виду спорта, в котором вы работаете, но и интересоваться всем, что происходит вокруг спорта всего. For example, in 2010 in America, in the NFL, there was a big concussion problem that led to lawsuits, and now in 2020-21, the same is happening in rugby in the United Kingdom. В 2010 году, благодаря научным исследованиям, такой феномен случился в Национальной футбольной лиге в Соединенных Штатах. Там заговорили о проблеме сотрясения головного мозга со стороны спортивной науки, приковали к этому огромное внимание, что транслировалось также и на наш вид спорта в виде регби. И в 2020-2021 году мы получили ровно такой же ответ от спортивной науки о том, чтобы привлечь наше большое внимание к сотрясениям головного мозга. I think as physiotherapists and doctors, we have a good understanding of the physical demands of athletics and sport, but recently my education has had to go more towards learning and understanding more about the mental, technical and tactical demands of rugby. Современный физиотерапевт, и я надеюсь, что мы такими являемся, он понимает все требования игры, такие как физические, тактические, технические и, самое главное, ментальные, умственные, которые требуются для того, чтобы восстановить вашего атлета. And although there are many and large progress in the advances and the technologies that have been used in sport, and there are many new technologies all the time,
I feel that there are other areas that have been more important to me in the last 10 years. И также очень важно понимать современные достижения различных технологий. Они могут касаться касаться и спортивной науки, и медицины, которые могут перспективно и положительно влиять на кондицию ваших игроков. I feel in the last 10 years that my ability to coach and understand strength and conditioning aspects and the communication with athletes during the rehabilitation process has been some of my biggest learnings and progressions. Я считаю, за последние 10 лет самыми главными достижениями своей профессиональной деятельности то, что я начал интегрироваться в процесс физической подготовки, общей физической подготовки атлетов, а также изучать коммуникативные навыки для того, чтобы общаться с игроками и более индивидуально использовать свои протоколы. Я считаю, что это главное достижение в моей профессиональной карьере за последние 10 лет. So we have to be able to speak the same language as the strength and conditioning coaches from a gym and training point of view, and understand and speak and communicate with the technical coaches with a similar communication style so that we can all understand each other and work together. И это помогло мне таким образом выстроить прямой разговор, абсолютно честный и понятный с тренерами по физической подготовке и с тренерами по навыкам, таким образом реинтегрируя атлета полностью и не имея никаких проблем с другим стафом и работая в единой команде. And you may not have access to all the current technologies and equipment that the teams at the highest level have, but you can still very quickly learn and understand what is out there and what is being used, because I think in the future these technologies will become cheaper and cheaper and more available as technology improves. И, конечно же, обращаю внимание еще раз на технологии, которые каждый год все больше интегрируются в нашу работу, упрощают нашу работу, и с каждым годом становятся все более доступнее и доступнее. Не обращайте внимания на это, потому что это поможет вам в вашей работе. And one of the biggest challenges now is determining when people will be ready to return to training and to sport competition at the highest level. И сейчас хочу затронуть самую важную часть моей профессии в команде. Самое главное решение от меня, которое я должен выполнить, это решение о возвращении травмированного атлета к тренировочному процессу и к соревновательной деятельности. And that is probably the biggest challenge that we have. That's the question that coaches will ask. Will you be ready to play this week, or next week, or next month? And we need to have the best possible answer we can for the coach and our employer. И это самый сложный выбор, который предстоит профессионалу в спортивной физиотерапии. Сможет ли он играть на следующей неделе, через 2 недели или через месяц, спрашивает его тренер. И здесь нам нужно принять коллективное решение, правильное в первую очередь для атлета, а во вторую очередь для команды. So I know this is a busy slide. And we've gone into more detail last year on the course and explained it. But this is all about your personal approach and your thinking approach and your strategy for making decisions for the athletes that you work with. And this is an area which has been massively developed in the last 10 years.
И да, действительно тяжелый слайд для восприятия. Мы пытались в прошлом разбить его и дать дозированно, но здесь вы можете сейчас увидеть ту вещь, которая развивалась на протяжении 10 лет, как максимально объективно дать решение о возможности возвращения травмированного игрока к тренировочной и соревновательной деятельности через данную таблицу. And step one is very much our traditional physical history and physical assessments, which we're all very familiar with. И первая часть, она достаточно классическая, простая, через самые нативные варианты диагностики. Step two requires in-depth knowledge of the sport that you're working in and the level of that sport that you're working in. And depending on a player's position in rugby, I may let a winger or a fullback maybe go back a little bit earlier with a particular shoulder injury, but a front row hooker or a 7 that has a huge tackling load or throw-in load, they may need a longer rehabilitation period. So it then becomes more about the sport and the position that person plays and the level that they play at. И вторая часть, она посвящена виду спорта, характеру спорта и различным вещам, которые присутствуют только в вашем виде спорта, и таким образом они могут говорить о сроках. Если мы касаемся регби, к примеру, если я выбираю фулбека 15 номера или человека, играющего на краю, я говорю, что после определенных повреждений плечевого пояса он может выйти раньше, нежели если точно такое же повреждение получит игрок первой линии, к примеру, хукер, потому что определенная нагрузка абсолютно разная, и здесь мы это учитываем. And step 3 here in this model is taking into consideration external factors such as the stage of the season. If I have a shoulder injury in August, at the beginning of the season, I may want to get that person operated on early because we may have a big game that they may be involved in towards the end or the last 5 or 6 games of the season. But we might do the operation early. И третья часть – это временной фактор, этап спортивной подготовки, что происходит в данный момент в сезон, это сезон, это предсезонная подготовка, это подготовка к важному спортивному мероприятию, и это тоже очень сильно влияет, потому что если у нас есть, к примеру, какое-либо повреждение плечевого пояса, я думаю о том, что к какому моменту он должен быть готов ли он должен быть к главному событию этого сезона. Если такую задачу ставит тренерский штаб, я начинаю и в том числе рисковать и пропускать его через различные реабилитационные протоколы, поэтому временной фактор тоже влияет очень сильно на реабилитационный процесс. But in a different situation, the same injury, maybe in February, and if the player has got the right physical ability and psychologically able to cope with injury and play and perform at a high level with injury, if as a team we all agree, we may delay that surgery until the end of the season. So we'll have a different decision based on the stage of the season, the psychological makeup of the player, and the ability for us to strap, pad, protect or manage this player until the end of the season. И также вы должны понимать, что существуют такие повреждения, при которых показано
хирургическое лечение, но оно относительно, и физической терапией движением вы можете поддерживать кондицию игрока в нужном уровне весь сезон, и вы можете, к примеру, достичь общего консенсуса и делать то же самое в течение всего, остатка всего сезона, и отодвинуть хирургическое лечение в конец сезона таким образом, чтобы игрок не ощущал чувство боли, не ощущал свою травму, одновременно приносил команде пользу. И по прошествии сезона уже был вовлечен в процесс хирургического лечения. So having a good structured decision-making process makes your job a lot easier and provides some sort of structured response to the coaches and to the player. И планирование и структурирование процесса тренировок и вашей реабилитационной деятельности упрощает в первую очередь вам жизнь, одновременно дает конкретные решения для тренеров и атлетов и для понимания и планирования уже спортивной деятельности. And for many years, the terms return to play criteria or return to sport, return to play criteria, return to sport criteria have been used, and now people are starting to go away from these terms. И с годами критерии оценки возвращения к физической деятельности всегда менялись, всегда были разными, и вот здесь вы можете увидеть те критерии, которые сейчас используются в клинической практике современными спортивными физиотерапевтами. And this flow chart or these progressions here are now being more commonly used, especially in elite sport. It's return to their best performance, which is our aim. And often people can return to sport, return to playing long before they get back to their best performances. So we need to try and start thinking how we can get them to return to performance as quick as possible in elite sport. В спорте высших достижений сейчас спортивные физиотерапевты ставят себе цель вернуть спортсмена к возможности расти в своих спортспецифических качествах, к возвращению к выступлению, к возвращению к спорту на международной арене на максимальном уровне. Раньше мы ставили возвращению в спорт, то есть видели, когда он начинал тренироваться, когда он мог что-то переносить, но он был не готов к тому, чтобы выступать на таком же уровне, на котором он был или выше до травмы. Сейчас изменились критерии. It's having honest and frank conversations with the coaches and players to determine what standard we need to get them back. Sometimes we just need to get them back as soon as possible, but they may not be performing at their best. And coaches need to understand this. And if coaches aren't happy with that, then it buys us more time to work with the strength and conditioning coaches and the technical coaches to get them back to their ultimate performance. Честно говоря, это всегда стоял большой вопрос перед тренерами, которыми мы задавали им, что вы хотите? Вы хотите их быстрее вернуть в спорт или хотите их вернуть максимально готовыми, но с более длинными сроками? И сейчас мы видим тенденцию о том, что тренеры начали это понимать, что лучше он больше поработает с физиотерапевтом, с тренером по физподготовке, но и вернется позже, но вернется в максимально хорошей кондиции, потому что если он возвращается как можно скорее, обычно это приводит к повторной травматизации. Like I said, we must start using our brains to really think and
and you use the word clinically reason the process for each individual athlete, as the demands on one player in one position different to other positions in the same team, and between sport to sport. So, and also between the level professional versus amateur sport. So we must make good decisions. Мы должны находить такую точку зрения, чтобы относиться к нашим атлетам и к нашим пациентам более индивидуально. И эти критерии будут зависеть от того, насколько мы готовы вовлекаться в этот процесс, и наша команда готова вовлекаться в этот процесс, насколько мы будем больше развивать и понимать, что перед нами профессионал, а не любитель. И только тогда мы будем делать правильные решения. And this picture below is a picture of a slide from a talk done by Liverpool head physiotherapist about 10 years ago. And I really like this picture. Эту картинку я увидел 10 лет назад от одного из моих друзей-физиотерапевтов. Она действительно мне понравилась. And it's basically getting you to think about how you act as a physio, as a doctor, as a clinician in the environment that you work in. What is your approach? Is it very aggressive, taking risks, or is it really holding people back too much, being too conservative and too slow and delaying the recovery process? And there's different styles and different approaches. Each have their pros and cons, and we need to somehow find out what we are and achieve more to the middle position of optimal care. И здесь вам представлены две грани, где мы ищем золотую середину. Людей, которые чрезмерно агрессивно работают, выводят людей рано, и они могут получать повторные повреждения, или людей, наоборот, перестраховывающихся в своих решениях, боящихся каких-то определенных вещей, что может удлинять сроки и не выводить на ключевые игры наших игроков. И мы ищем золотую середину среди них в условиях того, что и игрок может нам кого-то нужно будет за вожжи тянуть обратно, говорить не так спеши, а кого-то нужно подгонять. Поэтому хороший физиотерапевт – это всегда золотая середина. So if you're getting players back really fast, quicker than everyone else, with no re-injuries and fantastic performance, then great, well done, you're doing a great job. But if you're we all have some problems, and we're having problems with the coaches or with the players with regards to re-injury, or maybe they're not progressing as fast, we need to try and think about our style as a elite sports professional and how we can improve as an elite sports professional to serve the players and coaches better. И когда вы получаете результат о том, что ваш игрок выходит после травмы, отлично себя чувствует, у него нету повторных повреждений, и он выступает на максимальном своем уровне, которое было до этого, вы можете быть рады, вы можете быть довольны собой, но поймите, что в реальном мире вы, скорее всего, столкнетесь с проблемами, вы, скорее всего, столкнетесь с тем, что будут ошибки. И здесь очень важно то, как вы разговариваете с тренерами, то, как вы создаете свою команду и то, как вы думаете о своей работе. Если я допустил ошибку, что я должен сделать лучше, что я должен изменить конкретно для этого игрока, чтобы его здоровье стало лучше. And I've been doing this for 20 years,
I still read books, I still read journals, I still go on webinars, and I still go on courses. We're all still learning all the time because the sport and the technologies, the field is developing. Я продолжаю учиться, коллеги, я продолжаю каждый день проходить какие-то вебинары, какие-то курсы, что-то, что может улучшить мое образование, улучшить мой навык, чтобы это привнести в работу в команде. Спасибо, Шах. Thank you very much for listening. And if you've got any questions, maybe we can put them through via Andre or via the chat, and I can answer those if we have time. Спасибо большое, коллеги. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать через Андрея, либо написать их в чат, и я постараюсь на них ответить. And we go into greater detail on all these aspects and more practical aspects as well on the courses that I will be teaching over the next few years. So please come and join us. And if you have any questions, obviously get in touch. Я надеюсь, мы будем разбирать более детально то, что мы обсудили в дальнейшем на наших курсах обучения, в том числе и практически. Спасибо, Шах. Спасибо, Крис. Друзья, если есть вопросы, задайте, пожалуйста. Включите микрофон, включите камеру, обратитесь напрямую к Крису или к Андрею. Нет ни у кого вопросов. У меня есть вопрос. На самом деле, о чем говорил Крис, это мало осуществимо у нас, по крайней мере, в нашем виде спорта. Если только что-то изменится крупное. Как изменить это в команде? Например, тебя доктор не хочет ничего менять. Это прямой пример. Всем остальным все равно. Это вопрос. Один физиотерапевт, да, с тренером ОФП, к примеру, да, сможет справиться, но это очень тяжело. Контактировать с тренером главным, потому что он в основном слушает доктора, а доктор не идет на контакт со всеми остальными. Окей. Привет, Крис. Привет, Jenna, мой друг. Привет, мой друг. Chris, so Evgeny has a question about your model is really good, and he's thinking it's really working model, but it's really hard to develop nowadays in Russia. So, for example, if it's the example of the team, of the rugby team of our rugby club, where the physiotherapists and S&C coach are in a team, but the head coach and the medical doctor are not, and the head coach are listening only for the medical doctor. What should the physiotherapists and the S&C coach to do to communicate them? We have to, at the beginning of a season, and it will change, and it changes as time goes on. But we have to get everyone together at the beginning of the season. We have to set out roles, responsibilities, who does what, how the decision-making process is made. Everyone needs to understand what each other does, and that everyone is working for the common goal of getting the best team performance, best athlete performance, and best team performance. And if you're not all working together, not all on the same page, you're not going to get the best results, or there's going to be problems. And
is the hardest part of the job. And I talked about communication and teamwork. That is the hardest part. You've got to get everyone together. It's got to be done at the beginning of the season. And for someone, if you're working in the team now, in the off season, got to get some meetings going, got to get some beers, you know, we've got to get something going to build this bridge and build this bond. Крис говорит о том, что это самая сложная часть процесса становления как команды, о чем мы сегодня говорили, и он бы посоветовал в начале сезона сесть всей команде лидеров, главному тренеру, врачу, физиотерапевту, тренеру по физической подготовке и проговорить сферы ответственности каждого из них, что повлияет на работу команды, что повлияет на результат, что повлияет на финальный результат и как вы собираетесь этого достигать. И когда каждый из вас примет какую-то определенную часть ответственности, вы начнете понимать, за что вы отвечаете в рамках команды. До тех пор, пока не будет согласия у вас на предсезонном таком собрании, процесс становления команды и процесс результативности у команды его не будет. Это нужно просто принять. И то же самое он говорит о том, что делать после сезона. Собираться и проговаривать, у кого какие были ошибки, кто как себя проявил и так далее, и так далее. Только так можно стать единым фронтом. Спасибо, понятно. Ну да, это было неоднократно, я думаю, это во всех командах так. И обговаривается перед сезоном, и после сезона только надо. Это принято. Okay, thank you, Chris, very much from Evgeny. Да, я думаю, что пока не появятся какие-то требования к персоналу в командах, ничего не поменяется. Коллеги, еще вопросы? Вопрос в чате, Андрей. Извините, секунду. Да, от Анастасии. Чат, да, иду сейчас. Okay, Chris. You can hear me? Okay. So Anastasia is asking, do you have the list of the exercise, for example, for the shoulder blades or for recovery after the ACL surgeon, which is non-acceptable or acceptable, your top 3? The question is not the leading of the theme today, but for me it's really to hear the answer. But it's really complicated answer. I know that. I can answer it very quickly and very easily. Let me just understand. There was two parts there, and there was one for ACL and one for. And for the shoulder blades. So top 3 are what not to do on the shoulder blades and what to do on the shoulder blades, and top 3 what to do on the knee joint after ACL repair and what not to do after the ACL repair, but no timing, you know. For the first question for the scapula, the best way to answer that question is I think people need to really understand what the scapula does, and I think a lot of people don't. Also, I think a lot of people spend time on the scapula when they don't need to. Not many people have true nerve palsies around the scapula or true damage or issues with the scapula, but it seems like a lot of time is spent focusing on this area, and they're not thinking about the shoulder itself, elbow, wrist, hand, neck, the whole chain. So I don't think you can ask that question. Also, it's in relation to what condition we are working with that is the
problem as well. Okay? Я Анастасию прошу вот заметить, что я прошу сейчас, что я вклиниваюсь в ваш вопрос-ответ между Крисом, да, то есть он вам во время лекции объяснил вопрос о том, что современная физиотерапия заключается в том, чтобы брать индивидуально атлета, отойти от концепции классической традиционной реабилитации, не брать всех под одну гребенку. Поэтому он вам и отвечает таким образом, что сказать конкретно нельзя, потому что все подбирается индивидуально. Но что он вам советует по поводу плечей? Он говорит о том, что в плечевом поясе, в реабилитации верхней конечности, физиотерапевты и атлеты стали забывать про лопатку. Очень сильно забывают про это, мало упражнений на лопаточно-грудной комплекс, и из-за этого может пострадать дефицит движений. Это что касаемо верхнего плечевого пояса. Chris, and what you can say about the knee joint and ACL surgery? Yeah. Okay. I don't believe you can say that an exercise is good or bad. Он говорит, что я не верю в то, что упражнения и движения могут навредить. Only that we are doing them on the wrong person at the wrong time, at the wrong stage, to the wrong level of intensity or force. So it's more about the understanding of the principles of rehabilitation exercise as opposed to a bad exercise. И он объясняет свое понимание, что движением суставу даже после операции не навредить, но вы должны помнить, что есть неправильное решение к конкретному человеку, есть неправильное решение к конкретному времени, конкретной амплитуде движения, конкретной силе. Поэтому все прикладывается очень индивидуально к конкретному периоду времени, что мы имеем, какие мы имеем антропометрические данные, какие мы данные входные имеем по мышечной ткани. И таким образом создается индивидуальность упражнений данному конкретному случаю. Но каких-то конкретных, что делать нельзя, он не выделил. You need to understand the stage of the graft healing, and you need to understand the training history of the athlete, young versus middle versus older age, okay, and also their experience of exercise, how intelligent, how controlled they are. Okay, I see people doing balance exercises long before they're doing strength exercises. You need a lot of strength to do balance exercises. So I think that sometimes people don't know about the true progression of exercise and load through a surgically repaired joint. Основная проблема, которая до сих пор остается, это проблема в прогрессии. Как правильно ее различать, как правильно уметь дать в нужный момент балансировочные упражнения, как упражнения на баланс и проприоцепцию, в каком моменте увеличить силовую амплитуду движений, и как следить за тем, что ты видишь, что человеку в данный момент это упражнение не подходит, или наоборот, что в данный момент нужно увеличивать какую-то амплитуду. К сожалению, это постоянный процесс, где вы держите руку на пульсе. Does that answer the question? Was there another part? Он спрашивает, надеюсь, он попробовал ответить на ваш вопрос, Анастасия.
Еще вопросы? Коллеги, если остались вопросы, задавайте, пожалуйста. Спасибо, Анастасия. Анастасия, спасибо вам за ваш вопрос. Ну, судя по тому, что все молчат, вопросы закончились. Вот, тогда я, с вашего разрешения, буду... Анастасия, микрофон у вас включен. Вы хотите сказать, Да. что... Ну, к сожалению, это не Анастасия, меня Владимир зовут. Я да, с женой айфона сижу, и поэтому у меня есть маленькое дополнение к вопросу, который я уже озвучил, и большое спасибо за то, что на него ответили. Сейчас просто есть тенденция о том, что, ну, как бы я вижу это так, что есть как бы две школы. Две школы физиотерапевта, которые восстанавливают игроков после травмы. Это одни, у которых программа перенасыщена резинками, какими-то движениями во всех плоскостях, какими-то прыжками, там, от боссу заканчивая там неведомыми какими-то китайским оборудованием. И есть старая школа, которая придерживается того, что да, действительно нужно просто равномерно и планомерно дать нагрузку спортсмену и вывести спортсмена на, ну, как минимум на тот уровень, на котором он был. Вопрос в следующем, что, и я уже, конечно же, слышал о том, что индивидуальный подход к каждому, но все равно не как смотрит наш герой на то, что очень часто применяют очень много оборудования в восстановлении спортсмена. Ну, как бы вот так мой вопрос звучит. Chris, you're listening? Are you online? Listen, can you hear me? Yeah, I can hear you. You can hear me? Yeah, no, I just something switched off on my headphones, so it's back to normal now. Okay, Chris. So there is no Anastasia. There is the Vladimir, the husband of Anastasia. He is asking. Okay, so his question about that there are now the two types of the rehab in Russia. So the first one is the new one, when they're using too much the resistant bands, too much the BOSU, fit balls and everything. And the other one is the more conservative, whereas the progression is slightly going up and up and up, that's slightly. So the question from Vladimir is what's your position on the rehab process when it's going on with too many devices involving in the rehab process, or rehab process can be more simple? It's a very good question. I have seen over the past 20 years rehab go in all these phases of more traditional to more functional, to all this equipment, back to more traditional, and it seems to be going full circle. I'm sure Andre would experience that as well. За последние 20 лет, вы знаете, я видел это как круговорот. Это и вот огромное количество новых каких-то вещей, и возврат к традиционным методам, потом обратно туда, потом обратно к традиционным методам, и каждый раз это все как будто круговорот. I have no need to put a powerlifter or an Olympic lifter on a BOSU ball ever. Ну, к примеру, если меня спросите, мне не нужно ставить тяжелоатлета или пауэрлифтера на боссу. Я не буду его реабилитировать нигде с этим предметом. Will these athletes ever be on an unstable surface? They're always in their perfect lifting shoes on the most perfect surfaces. They're never going to have this undulating surface. So why do we need to do it? It's just fashion. Ну, у них никогда не будет ситуации смены ни направления движения, ни смены покрытия
изменение плоскости покрытия, чтобы я их ставил на босса. Зачем мне, тяжелоатлету, давать эти тренировки? Мне они не нужны для него. Situations where I might use a bowstring ball will depend on if that person is involved in a multi-directional team sport, or maybe on unstable surfaces like sand or an unstable rugby or football pitch where there is multi-directional movements going on. Then I might use that, but it does not replace the traditional strength training, traditional rehabilitation. It's multiple things all working alongside each other. А если мы с вами поговорим о видах спорта, где есть резкая смена направления движения или нестабильная поверхность, такая как песок или натуральное футбольное регбийное поле, я буду использовать там систему боссу для тренировок балансировочных, но я никогда не откажусь от классических силовых или функциональных тренировок в реабилитационном плане. Вы должны понять, что реабилитационный план – это совмещение всех вариаций, лучших из лучших в одном. Нельзя быть хорошим в одном, а быть плохим в другом. Надо все всегда совмещать и подбирать под свой вид спорта. So, in summary, this is why it's important to individualize to the athlete, individualize to the sport, and know the demands, physical, mental, technical, of the sport that you're working in. And then you can decide what equipment is relevant and what equipment is not. And I call this a needs analysis. You do a needs analysis of the athlete, of the sport, and that's what will give you the best rehabilitation program. И Крис говорит о том, что поэтому, если суммируя, мы пытаемся индивидуализировать процесс реабилитации, мы пытаемся индивидуализировать самого атлета, мы пытаемся разобраться в требованиях вида спорта, технических, тактических, ментальных и силовых. И только разберя вот это все и соединив в одно единое, мы поймем, какие реабилитационные механизмы нам нужны, а какие нам не нужны. Это, он называет это анализ нужды, то есть что мы анализируем, что нам нужно, а что нам нет. И только после этого вы сможете построить грамотный реабилитационный план. Нету плохих методик, есть методики, которые выбраны неправильно. Hope that answers the question. Владимир. Да, все доступно, понятно. Спасибо огромное за ответ. Спасибо, спасибо. Thank you, Chris, very much for the answer from Vladimir. Спасибо. У кого-то появились еще вопросы? Вопросы именно к Крису. В чате на общий вопрос я ответила. Ага, все. Я вижу. Так, друзья, будут ли еще вопросы? Давайте так, если вопросов больше нет, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня был на данном вебинаре в качестве слушателей. И особенно у меня огромное спасибо Крису и Андрею, что они были с нами, что они прочитали лекцию, что они помогали друг другу. Ребята, я вас благодарю за сегодняшний Спасибо, вечер. Диана. Спасибо, Диана. Спасибо большое. Chris, Diana is giving us the good words about today's lecture. And thankful for this lecture for you and me. Спасибо, Андрей, спасибо, Diana, and спасибо большое everyone, participants that attended tonight. Thank you for listening to me. Спасибо большое всем участникам. Спасибо, Диана. Спасибо, Андрей. Да, все. Тогда я говорю всем до свидания. До скорой встречи. Спасибо, коллеги. Спасибо, коллеги. Всего доброго.